Какое слово нарцисс ненавидит больше всего? Какое слово ввергает любого нарцисса в шок и ужас, трепет, раздражение, отчаяние и страх одновременно? То есть какое слово триггерит нарцисса в большей степени? В принципе, не имеет значения, где вам с этим человеком приходится общаться. Это член вашей семьи, это сотрудник с работы, это человек, с которым у вас отношения. Если вы вынуждены с ним общаться и хотите, чтобы ваши переговоры предполагали, что вы будете отстаивать свою позицию, вам важно знать, какое слово его так максимально триггерит. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, можете этим видео поделиться в своих соцсетях, и мы начинаем. Больше всего на свете любой нарцисс боится потерять нарциссический ресурс. Мы с вами помним, что любой нарцисс — это человек, у которого структура личности так сформировалась, что он нестабилен, неспокоен, тревожен, у него есть чувство постоянной небезопасности, и ему важно, чтобы люди, которые находятся вокруг него, те люди, с которыми он какие-то взаимоотношения простраивает, они внушали ему, подтверждали ему то, что он значим. Он получает от этих людей нарциссический ресурс. То есть нарцисс, вступая в отношения с человеком, постоянно стремится получать от того человека подтверждение своей значимости, внимания, подтверждение того, что он существует. Ну и, конечно, на первый взгляд, фраза, слово, которое нарцисс боится больше всего, это слово «нет». Если он говорит вам, что давай мы с тобой будем продолжать общаться на таких условиях, на которых я хочу, вы говорите, знаете что, я не хочу с тобой больше общаться. Он вас зовет куда-то на какое-то там мероприятие, зовет вас куда-то вместе пойти, вы ему отказываете. Скажем, это ваш начальник, он вам говорит, что он требует от вас, чтобы вы там оставались на сверхурочные какие-то работать, а вы ему говорите нет. Вам кажется, что слова нет, вам кажется, что любые фразы, которые связаны с отказом, это то, что нарцисс ненавидит больше всего. Но на самом деле это не так. Как будет себя вести грандиозный нарцисс? Грандиозный нарцисс, он величествен, он грандиозен, он всеобъемлющий, он как бы заполняет собой в своем представлении вообще все пространство. И предположим, скажем, это ваша мать, которая говорит вам, что она ждет от вас, что вы придете на выходные. И вы говорите, что вы не придете. В этой ситуации она начнет прямо с вами вступать в конфронтацию. Она начнет вас винить, говорить о том, что ж ты за дочь такая, как же ты себя так ведешь, что подумают люди и так далее. Если это ваш начальник, который заставляет вас как-то принуждать к тому, чтобы вы работали сверхурочно, опять же, вы ему говорите нет, и он начинает вам всячески угрожать, он говорит о том, что у нас такая компания, мы были о тебе хорошего мнения, мы на тебя надеялись, собирались тебе премию сделать, но теперь вот ты так вот отказываешься. То есть грандиозный нарцисс будет с вами воевать, он будет с вами всячески пытаться вот конфронтировать в открытой манере. Если это, скажем, ваш мужчина, который от вас что-то требует, вы ему отказываете, он, естественно, будет прямо с вами конфронтировать, будет говорить о том, что ты кто такая вообще, как ты смеешь со мной так разговаривать, ты помнишь, где я тебя нашел, и ты больше себе другого такого не найдешь и так далее. То есть он начнет прямо конфронтировать, если это грандиозный нарцисс. Если это скрытый нарцисс, и вы ему отказываете, он будет использовать вот эти триангуляции и пытаться через интриги какие-то воздействовать на вас. Он прямо в лицо будет вам говорить, что ну я же хочу как лучше, я хочу, чтобы мы с тобой все-таки сделали так, как я тебя прошу. То есть, скажем, если это ваш отец или ваша мать, они скрытые нарциссы, то в такой ситуации они будут говорить так, что ну я же знаю как лучше, ну давай же будем как-то по-хорошему всю этот вопрос решать. При этом воздействуя через третьих лиц, через там, скажем, если это в семье, через братьев и сестер, через каких-то родственников. То есть, опять же, если вы говорите скрытому нарциссу нет, это также не то слово, которое его максимально раздражает, потому что он воспринимает это как игру. Вроде как он должен в этой такой хитрой игре взять вас и перебороть, переиграть. Как будет вести себя злокачественный нарцисс? Предположим, что это человек, с которым вы не хотите больше общаться, вы ему прямо говорите, я не хочу с тобой общаться, мы больше не будем с тобой встречаться. Злокачественному нарциссу всегда очень важно находиться в отношениях, и в этих отношениях он вас рассматривает либо как человека, который на его стороне, либо как человека, который против него. Если вы начинаете его прямо отвергать, говорить, что вы не хотите с ним общаться, он будет постоянно преследовать вас, он будет вам названивать, он будет стараться упросить вас сделать то, что ему важно. Если вы будете ему отказывать, он будет стараться максимально вам как-то навредить, максимально как-то насолить. То есть, чтобы вы помнили, что он вот та самая заноза, вот тот самый камень в обуви, вот та иголка, которую вы не можете вытащить из-под ногтя, которая портит всю вашу жизнь. То есть для злокачественного нарцисса первостепенно важно оставаться в отношениях, и не так уже важно, в каком свете он в этих отношениях остается. То есть это тот самый, знаете, вот пример, когда старуха Шапокляк говорит, что хорошими делами прославиться нельзя. Это тот самый мальчик, который дергает девочку за косички, чтобы привлечь ее внимание. Потому что он понимает, что девочке не нравится то, что он делает, но таким образом он остается в контакте. Злокачественный нарцисс также все ваши отказы будет воспринимать как игру, которая просто переходит на новый уровень, и ему нужно будет каким-то другим образом оставаться в вашем внимании. Предположим, если это ваш бывший муж, он может начать как-то негативно влиять на ваших общих детей, чтобы таким образом привлечь ваше внимание. То есть любой ваш отказ от прямого взаимодействия с злокачественным нарциссом приводит к тому, что он начинает как-то усложнять игру. Так, какое же слово на самом деле любой нарцисс ненавидит? Какое слово выбивает всякую почву из-под его ног? Это слово «неважно».
Это слово, которое вы ему говорите, и когда вы чувствуете, что вам уже не важно, что он говорит, вам уже не важно, какие он собирается вам предлагать взаимоотношения, вам не важно, какую он конфронтацию может для вас устроить. На самом деле, чтобы вам было все равно, что происходит с нарциссом, очень важно, чтобы вы действительно не имели с ним никаких общих дел. То есть, если это ваш сотрудник или тем более начальник, достаточно сложно не иметь с ним никаких общих дел, если вы не приложите к этому определенные усилия. То есть, если вы переведетесь на другое какое-то вот отделение, на другой проект, если вы в конце концов поменяете работу, в такой ситуации вам действительно будет не важно. Если это человек, с которым вы не можете разорвать отношения, предположим, это родитель вашего ребенка, или это, скажем, ваши родители, ваши братья, сестры, то есть люди, которых мы не выбираем, и люди, с которыми мы не можем перестать общаться. В такой ситуации очень важно вам получить поддержку для того, чтобы вам действительно было не важно, что происходит во взаимоотношениях с человеком, которые в любом случае будут вас разрушать. Любые взаимоотношения с нарциссом, договариваетесь вы, конфронтируете вы, пытаетесь вы от него убегать, они, пока вы все-таки поддерживаете эти отношения, они будут вас разрушать. Они важны для нарцисса, потому что для нарцисса любые отношения это всегда что-то, что происходит в его жизни, то есть по сути это всегда нарциссический ресурс. Для нарцисса не важно, чтобы отношения были какие-то счастливые, продуктивные, конструктивные, я не знаю, морально приемлемые. Ему важно, чтобы они просто были. Если есть любые отношения, даже если эти отношения полны боли, какой-то постоянной драмы и трагедии, все равно для нарцисса это означает, что я в них есть. Раз я в них есть, значит я существую, значит я, в принципе, не пустое место. Нарцисс постоянно сомневается в том, пустое ли он место, и поэтому ему очень важно заводить любые, хоть какие-нибудь отношения с окружающими людьми, чтобы он как-то чувствовал, что да, даже если меня все не любят, даже если я вот такой плохиш, если я человек, на которого все наговаривают, с которым всем жалуются, я всегда смогу это в свою пользу перевернуть. Предположим, если мне все говорят о том, что я домашний тиран, то я могу, так сказать, занять позицию мученика. Если мне все говорят, что я плохая мать, я всегда могу сказать, что у меня дети неблагодарные. То есть, пока вы находитесь в отношениях с нарциссом, он всегда найдет способ, как повернуть для себя, объяснить для себя эту ситуацию таким образом, чтобы он в ней выглядел все-таки хорошо. Вам важно из этих отношений просто выйти. Поэтому самое важное слово, которое вам нужно знать в отношениях с нарциссом, это не важно. И вы должны это чувствовать, что для вас эти отношения больше не важны. Если вы понимаете, если вы чувствуете, о чем я вам говорю, напишите в комментариях слово «не важно», так, чтобы вы смогли отреагировать это чувство. Мы посмотрим, сколько людей напишут в комментариях слово «не важно». Это будет как такой небольшой флешмоб. К сожалению, это не всегда так просто. Если ты находишься в этих отношениях достаточно долго, и они занимают какую-то достаточно большую часть твоей жизни, тебе очень сложно взять и почувствовать, что для тебя эти отношения не важны, что ты сам для себя гораздо важнее, чем отношения с нарциссом. В такой ситуации, конечно, вам нужна поддержка. Вы можете обращаться за помощью к психотерапевту, вы можете вступать в разнообразные комьюнити, в группы поддержки. Это очень хорошие штуки, которые работают. То есть, когда ты понимаешь, что есть такие же люди, которые оказались в такой же ситуации, в какой был ты, и которые также смогли сказать себе, что мне этот человек не важен. Самым важным человеком для меня являюсь я, потому что с меня все начинается. Для того, чтобы близким людям, которых я люблю, я мог приносить какую-то пользу, чтобы я мог дарить им свою любовь, я должен прежде всего любить себя. Я должен изначально опираться на себя. Нравится ли вам такой формат видео? Если вам это видео понравилось, поставьте лайк, можете этим видео поделиться в своих соцсетях, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписались, нажимайте на колокольчик, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.